А вы знаете, что Кипр – это волшебный остров, который меняет судьбу людей? И если вы еще не верите в чудеса, то вам придется в них поверить. Ходят предания, что остров либо принимает людей, либо не принимает. И тут уже какая у вас карма. Более поподробнее смотрите дальше. И сегодня я вас познакомлю с кармологом, нумерологом и специалистом по васту Алиной, которая приехала на Северный Кипр из Казахстана. Алина, почему Северный Кипр? Всем привет! Да, действительно являюсь специалистом в области эзотерики, и мне очень приятно, Юль, что ты меня пригласила. Это очень интересная, на самом деле, история, почему я выбрала именно Северный Кипр, потому что, видимо, звезды так сложились. На самом деле, в момент пандемии мы все задумывались о том, куда нам можно переехать, потому что я из Казахстана, из города Алматы, у нас очень серьезные проблемы с экологией, там дышать нечем. И из-за этого очень много людей пострадало от коронавируса. И мы понимали, что если в ближайшее время мы ничего не предпримем, а это единственное, что мы можем предпринять, да, это мы не можем поставить вертушку, чтобы нам там проветривало, но мы можем, по крайней мере, поменять свое местоположение. И я тут вспомнила одну историю, когда я была в Индии в 2019 году. В одном из храмов мне предсказали, что я перееду в течение 2-3 лет. Это было очень интересно, потому что как раз-таки вот в момент пандемии я об этом задумалась и вспомнила это предсказание. Потом я сравнила все свои графики, посмотрела все по кармологии, по нумерологии, по астрологии, в общем, все инструменты применила и увидела действительно, что да, что это будет в мае. Я тогда сказала всей своей семье, что вот в мае 2021 года мы переезжаем. Тогда, конечно, было смешно об этом даже думать, потому что у нас не было никаких предпосылок, мы только купили дом, мы там делали ремонт в Алмате, и все так складывалось замечательно. Но в какой-то момент мы краем уха просто услышали, что одна наша знакомая из семьи купила 2 квартиры на Северном Кипре. И я как делала до этого, то есть я брала те страны, которые мне нравились, именно по экологии, очень хотелось солнца, естественно, очень хотелось тепла, моря. Я выбирала именно те страны, которые вот рядышком с морем, теплые, да, чтобы климат нам подходил. И составила специальные диаграммы путем, есть такая наука, многомерная медицина, там, прошу прощения, там как раз мы научились работать с маятником. И вот именно маятником я и выбрала в итоге Северный Кипр. То есть из всех предложенных стран, из всех тех, которые я добавила в список своих желанных, именно Северный Кипр маятник показал, что мы переедем туда. Вы можете подумать, конечно, что это опрометчиво, но я человек очень тонкого восприятия, я верю во все это, и когда ты веришь этому, то есть оно так и случается, так и происходит. Но это вот один из моментов, как я выбрала Северный Кипр. Алина, расскажи, пожалуйста, чем занимаются твои дети на Северном Кипре? Чем ты занимаешься? Увлечения? Не скучно ли тебе после Алматы в нашей деревушке? Насколько все-таки важно выбрать свое место? Я помню, я прилетела сюда в мае, мы отсидели 10 дней на карантине еще тогда. Но после того, как мы вышли, моя жизнь просто закрутилась какой-то невероятной скоростью. Я тут же пошла на танцы, о чем очень давно мечтала и все никак не могла это воплотить. Пошла на курсы, пошла туда-сюда, стали мы играть, там познакомились с ребятами в мафию. У меня каждый день есть какие-то встречи или какие-то игры, или какие-то занятия. То есть, в принципе, свободного вечера у меня не бывает. Поэтому говорить о том, что скучно, нет. Дети мои ходят на карате, сын ходит на карате, дочка занимается гимнастикой.
Они также, сын также ходит у меня на пианино, причем в моем комплексе, просто замечательный педагог. Теперь она уже по совместительству моя подруга, поэтому вообще не скучно. Алина, расскажи, и ты в итоге не разочаровалась? Вообще расскажи про как вот тебе живется на Северном Кипре, в общем, твое впечатление, и назови минусы Северного Кипра, потому что все рассказывают только плюсы Северного Кипра, уже плюсы все знают. Естественно, тут больше плюсов, нас бы здесь не было, если бы их не было или было мало. Но расскажи мне основные минусы Северного Кипра. Наверное, самый главный минус – это то, что Северный Кипр не до конца развит. Тут как большая деревня. И, соответственно, то, к чему мы привыкли в больших городах, да, это везде порядок, не знаю, там урны, красивые бордюры, ухоженные места, да, для прогулок, то здесь этого не хватает на самом деле. Из-за того, что не хватает ухоженности острову, много мусора. И вот это, наверное, самый печальный минус для меня, потому что невозможно такую красоту как бы наблюдать. Сердце кровью обливается из-за того, что видишь, когда что-то валяется, просто какой-то мусор. Но мне что понравилось, то, что наши люди сюда приехали и организовали такую группу «Чистый остров», да, и сейчас они прям очень активно этим занимаются, собирают мусор. У нас, кстати, и в Гирне есть, и в Искеле есть, но больше активности в Искеле, конечно, чем здесь. Второй минус я бы назвала это то, что здесь нету русских садиков, хороших русских садиков. Тут есть единственный, наверное, сад, который русский, но, к сожалению, мы к такому не привыкли отношению, все равно мы как-то хотим все-таки получше и заботы, чтобы проявляли к нашим детям. А турецкие садики, они очень хорошие в плане заботы, в плане ухода за детьми, но наши дети не понимают, то есть нужно уже ехать с определенным базовым турецким. Тогда это будет, конечно, полезно для детей, а так, из-за того, что они не понимают, они не могут высказать воспитателям какие-то свои неудобства, желания, вот. И в этом есть определенная трудность. Алина, расскажи, пожалуйста, с точки зрения науки Васту, с точки зрения эзотерики про Северный Кипр и про районы на Северном Кипре. Под какие цели каждый район? Скажи, дай анализ, оценку и совет людям. Это многим очень, на самом деле, интересно. Мне Алина рассказывала, и я хочу, чтобы вы тоже это знали. Самое интересное то, что Северный Кипр, именно северная часть, одна из немногих стран, которая расположена идеально по Васту. Почему идеально? Потому что именно с северной части есть вода. Необходимо, чтобы в северной части для развития страны был либо какой-либо водоем, либо, не знаю, там море, океан, неважно, но стихия воды должна быть именно с северной части. И когда этот остров еще был одним целым, да, и вокруг него была вода, развитие протекало не так быстро, как должно было быть. Очень важно, чтобы у страны сзади были горы, а именно спереди, то есть с северной части было море, а с южной части были горы. И как раз-таки у Северного Кипра именно такое расположение. Когда я выбирала города, я тоже основывалась на эту науку и рассматривала с точки зрения планет, как расположены здесь планеты, как расположены здесь города относительно тех или иных планет. То есть каждая планета, она отвечает за определенную сферу. И неудивительно, что Искеле выбирают люди с детьми, потому что именно с восточной части там находится море, а на востоке по Васту сектор Юпитера находится. Юпитер как раз-таки отвечает за детей, за духовное образование, за здоровье. И поэтому те люди, которые приезжают именно в эту часть острова, они туда приезжают как в пансионат, как место, где они восстановятся.
люди, скорее всего, едут туда после больших мегаполисов, которые, возможно, устали работать и хотят вот иметь такой свой, не знаю, райский уголок, где они восстановят свои нервы, да, восстановят свое здоровье, где будет детям в первую очередь хорошо. Очень много там казахов приезжают именно с города Алматы, не только. В Казахстане очень много городов с плохой экологией, и поэтому там сейчас очень много казахстанцев, которые восстанавливают свое здоровье. Также там очень много для детей разных площадок, парков и так далее. Вот, то есть, к чему я это веду? Что каждый город, которому соответствует определенная планета, притягивает к себе людей с определенными потребностями, связанные с этой планетой. То есть каждая планета отвечает за определенные сферы, и именно по этим сферам люди имеют какие-то вопросы либо проблемы. И живя в этом городе, они развиваются в этих своих сферах. Теперь расскажу по поводу города Гирны. У меня изначально была потребность переехать сюда на ПМЖ. Основная моя потребность была это хорошая школа и чтобы я могла выучить языки. То есть мне очень важна была коммуникация. И, естественно, найти здесь работу. Для этого нужно было, чтобы город, именно стихия воды, была на севере. Таким образом, город поддерживает планету Меркурий. А Меркурий как раз-таки отвечает за новые контакты, за расширение кругозора, за развитие, за IT-технологии, да, за весь прогресс. И еще и за деньги. И Гирны действительно самый, не то чтобы богатый, он самый финансово привлекательный город. Здесь достаточно очень много туристов, и здесь действительно очень много иностранцев. Здесь очень легко выучить язык. Я здесь уже полгода и уже немного говорю на турецком, ну, естественно, на английском тоже. Вообще я очень всем советую, если вы не хотите ошибиться, да, чтобы потом лишние не делать движения по поводу переезда. Очень многие приезжают сюда и через какое-то время переезжают, меняют города. Лучше же все-таки воспользоваться этой наукой Васту, обратиться к специалисту. Если хотите, можете обратиться также ко мне, написав Юлии в директ, либо в комментариях. Вот. И заранее уже определиться с городом, понять, под какие потребности нужен тот или иной город, и что вы сами хотите, какого финала вы хотите в итоге достичь здесь, какого состояния вы хотите здесь достичь, в чем хотите развиваться. Я думаю, что это стоит того, потому что переезд – это очень серьезный шаг в нашей жизни, и лучше изначально к нему подойти со всех сторон. Также и в выборе дома. Наука Васту, она не только распространяется на города и страны. Это наука пространства. И чаще всего я использую ее при покупке недвижимости. Да? То есть ко мне обращаются клиенты и просят подобрать им недвижимость в соответствии науке Васту. Почему это важно? Потому что Васту – это как наш организм. Вот как кровь циркулирует в нашем организме беспрепятственно, так же и энергия в доме должна циркулировать беспрепятственно. И тогда она будет наполнять, она будет нас гармонизировать, да? То есть мы будем себя лучше чувствовать в этом пространстве. И если вы хотите в своем доме жить и развиваться, становиться более счастливыми, успешными, любить и быть любимыми, да, то я бы вам тоже посоветовала все-таки обратиться к этой науке, потому что при моей практике я видела очень много изменений у тех людей, которые все-таки прибегли к этим инструментам и соблюли правила этой науки. Друзья, мы надеемся, что сегодняшнее видео было для вас максимально интересно и полезно. И вы нашли ответы на ваши вопросы. В следующем видео мы раскроем секрет,
где мы купили квартиру, и покажем наш красивый комплекс. Поэтому не пропускайте наши видео, подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик. До новых встреч. Пока-пока.